Один человек как-то спросил у мастера: «Учитель, как мне научиться не бояться смерти и не расстраиваться из-за потерь?» Мастер посмотрел на ученика, взял 2 кувшина, один глиняный, роскошно расписанный, а другой простой, железный, и наполнил их водой. Поставил на стол и спросил: «Какой кувшин прекраснее?» «Конечно, глиняный», — ответил ученик. Тогда мастер без предупреждения ударил по кувшинам и скинул их со стола. Глиняный разбился вдребезги. Вода растеклась по полу, а железный лишь грохнулся и погнулся, но при этом остался цел, удержав воду внутри себя. «Вот и ответ», — сказал мастер. «Прекрасная форма всегда бренна. Сила, мой ученик, не в форме, а в том, что способно удержать ее содержание. Когда мир трясет твою основу, научись быть железным внутри самого себя, оставаясь каким угодно снаружи. Кто бренность тела своего осознает, тот ум свой к остановке приведет. Кто в счастье и несчастье всегда уравновешен, кто чувствам не подвержен, поступок каждый взвешен. Как воин безупречно кто живет, сознанием своим тот вечность обретет». Дорогие мои друзья, мои стихи — это не поэзия. Это инструкция по выходу из тюрьмы. Тюрьмы страха, страдания, вечной суеты. И первый шаг на этом пути — это сломать стену внутри самого себя. Сломать стену своего страха. Кто бренность тела своего осознает, тот ум свой к остановке однозначно приведет. Все на самом деле очень просто. Ты — это не твое тело. Тело стареет, болеет, и рано или поздно оно умрет. Как говорил Будда, все составное и материальное непостоянно. Христианские аскеты повторяли: «Моменто море». Помни о смерти. Зачем? Чтобы не бояться. Чтобы не бояться и чтобы проснуться. Когда ты по-настоящему понимаешь, что твой дом ветхий, ты перестаешь бояться, что в него заберется вор, грабитель, что с ним что-то случится. Ты выходишь за пределы своего дома. И тогда суетливый ум, который только и делал, что охранял этот хрупкий дом, замолкает, и наступает тишина. И в этой тишине рождается сила. Все, что нужно сделать, это стать непотопляемым кораблем. Кто в счастье и несчастье всегда уравновешен, поступок чей всегда лишь только взвешен. Ты выиграл в лотерею или потерял в этой жизни все? Для духа, для нашего духа это просто погода за бортом. Однажды Кришна в Бхагавад-гите сказал Арджуне: «Тот, кто не волнуется в счастье, тот, кто не волнуется в горе, кто пребывает в себе самом, тот воистину обретает мудрость». Стоики называли это невозмутимостью, атараксией. Пророк Мухаммад, мир его дому, проявлял величайшее терпение, сабр, и при потере самых близких сохранял покой. И это не бесчувственность, это
могущества. Ты позволяешь волнам чувств, своих эмоций, ощущений прокатиться через тебя. Но не смыть тебя этим потоком, потому что ты — это скала. Из этого состояния горы покоя рождаются взвешенные поступки. Ты больше не кричишь от гнева и не покупаешь ненужное от жадности или от зависти кому-либо. Ты действуешь точно, как хирургический скальпель. Каждый человек что-то в этой жизни делает, чем-то занимается и идет каким-то путем. Есть люди, которые выбирают путь воина, живут безупречно, как воины. И здесь нет никаких полумер, потому что безупречность в жизни — это щит. Не идеальность, а полная отдача любому выбранному делу. Полная ответственность за каждую мысль, за каждое сказанное слово, за каждый свой поступок и действие. Самурай следует и живет по кодексу Буссидо, где честь превыше жизни. Рыцарь дает обет и всегда держит свое слово. Солдат духа в суфизме ведет великую битву, джихад, аль-кабар, битву с собственным эго, собственным личностью. Зачем? Потому что только дисциплина освобождает. Только дисциплина дает тебе силу. И это абсолютная собранность сознания. Здесь и сейчас. Это то, что пробивает дыру в нашей обыденности. Иисус говорил: будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. И это не про конец света. Это про конец твоего сна. Потому что воин всегда готов. Потому что воин осознан и всегда пробужден. А итог очень прост. Тот, кто вечность обретет. И вечность — это не награда после смерти. Это состояние не где-то там, на небесах, а прямо здесь, прямо сейчас. Это тогда, когда ты победил страх своего тела. Это тогда, когда ты обретаешь внутреннее равновесие духа и живешь с безупречностью воина. Когда все так происходит, ты не просто понимаешь, ты знаешь, ты уже вечен. Ты — это и есть сама вечность, вечность божественного сознания, для которого временные тело, счастье, радость, горе, боль и сама смерть. Ты возвращаешься домой. Не после жизни, а в ее центре, в своей основе, внутри своего сердца. Теория бездействий мертва. Нет никакого смысла рассказывать какие-то сказки, читать умные книги, религиозные тексты и много философствовать. Нужны действия, нужны поступки. И вот ваш молот и наковальня сегодня. Выбери себе одно маленькое ежедневное дело, которое ты обычно делаешь небрежно.
с отвращением или просто для галочки. Не хочу. И это может быть все, что угодно. Мытье посуды, утренний душ, 10 минут работы, разговор с близкими, утренняя или вечерняя гимнастика. В конце концов, просто уборка в доме. И в течение следующих 7 дней выполнять только это дело с полной самоотдачей, с абсолютной концентрацией и безупречностью своего внимания на этом деле. Как будто от этого зависит твоя жизнь. Как будто это самое последнее мгновение твоей жизни. Как будто ты истинный воин. И пусть это будет твоим ритуалом. Мойшь тарелку, ощути ее гладкость, температуру воды, движение рук. Будь только в этом. Отпусти все мысли, мой посуду. Идешь на работу? Иди ровно, дыши осознанно, вдох, выдох. Каждый шаг — это утверждение. Это утверждение твоего присутствия в мире. Лови себя в каждом моменте, когда внимание уплывает, когда появляется лень или мысль «Да кто это заметит? Зачем это надо?» И мягко, но железно возвращайся. Возвращайся к безупречному выполнению своих действий. Будь водой, плыви как поток. То, что я сейчас говорю, это не мысли, это не философия, это не рассуждение. Это огонь. Огонь ежедневной практики. Не людей, а воинов. И это то, что мгновенно сожгет всю твою небрежность. Она выкает внутри тебя железный стержень концентрации. Она покажет тебе, как ты, обычный житель планеты Земля, проживаешь свою жизнь. На самом деле, в полсилы, в полсознания, без отсутствия понимания, эмоционально, в суете. А потом откроется дверь. Откроется дверь в другое состояние. Состояние воина, для которого в жизни нет мелочей, а есть только путь, который нужно пройти. Потому что каждый из нас на самом деле это кузнец. Кузнец собственной жизни. Кузнец собственного счастья. И никто в нашей жизни за нашу жизнь не проживет и не получит наш опыт. Потому что советчиков нет. Жизнь каждого из нас — это как раскаленный металл. И если ты будешь бить небрежно, то получишь только кривую болванку. Будешь бить, как безупречный воин, выкуешь меч своей судьбы. Мои слова похожи на коня, который, кстати, есть у меня. И мой конь мчится вперед, потому что путь воина, он не только для меня, он для всех и для тебя.